Эта лодка прошла всю холодную войну. 40 лет в строю, 9 боевых служб, 212 тысяч миль под водой и ни одной аварии, после которой ее бы не подняли. Она утонула один раз, по дороге на свалку. 30 августа 2003-го, Баренцево море, ночь. Старую атомную лодку вели на буксире к месту разделки. Внутри, в холодном ржавом корпусе, без света и без отопления, сидели 10 человек швартовой команды. К утру их осталось 3 наверху. Выжил 1. И вот тут, честно говоря, начинается самое странное в этой истории. Потому что лодка тонула не от боя, не от столкновения, не от поломки реактора. Она тонула медленно, на буксире, в 3 милях от берега. У командира было время. Командир по радио просил одно – разрешите выбросить ее на мель, на отмель у острова Кильдин. Спасем людей, спасем корпус. А ему, по данным следствия, час за часом отвечали другое. Боритесь за живучесть. 2 реакторов с отработанным ядерным топливом, которые ушли на дно вместе с ней, никто с тех пор так и не поднял. Они лежат там сейчас, пока я это рассказываю. Меня в этой истории зацепило вот что. Если лодку все равно вели на разделку, за чью живучесть им было приказано бороться? Чтобы понять, за чью живучесть им было приказано бороться, надо сначала понять, что это вообще была за лодка. И вот тут первый парадокс этой истории. К 2003 году она уже 14 лет стояла на приколе. Без оружия, без экипажа, ржавая, обесточенная, наполовину забытая. А до этого 40 лет в строю советского, потом российского флота, 9 боевых служб, 212 тысяч миль под водой. 212 тысяч миль – это, если перевести на сухопутный язык, почти 10 кругосветок. 10 раз вокруг Земли по экватору. Только под водой, в холодной воде, под арктическими льдами, в зонах слежения американских противолодочных систем. Это не парадная цифра из юбилейной брошюры. Это ее настоящий послужной список. К-159. Так она называлась всю свою боевую жизнь, и под этим именем ее знают и в архивах, и в книгах. Заводской номер 289. Тактический Б-159 ей присвоят позже, уже в 89-м, когда ее выведут из боевого состава. Это, скорее, складское имя, под которым она доживала. А когда ее строили, она была одной из первых. По-настоящему одной из первых. Проект 627А, шифр КИТ, в классификации НАТО «Новембер». Это первое поколение советских атомных подводных лодок. Самое первое. То поколение, которое страна строила буквально на ощупь, без референсов, без чужого опыта, без права на ошибку. Потому что у американцев уже был Наутилус. А у нас на эту тему был только страх отстать. Каждая лодка этой серии — это, по сути, прототип. Каждый поход — испытание не только техники, но и людей, которые шли в моря на железе, которому еще никто не доверял. Заложили ее 15 августа 1962 года на Северном машиностроительном предприятии в Северодвинске, там же, где строили почти все советские атомоходы. Спустили на воду 6 июня 1963-го. 20 августа того же года на ней подняли военно-морской флаг. 9 октября подписали акт о завершении государственных испытаний. От закладки до акта 14 месяцев, чтобы вы понимали темп. И вот она ушла в моря. Северный флот. Холодная война в самой острой ее фазе. Карибский кризис только что отгремел, и обе стороны, по сути, перешли в режим, который позже назовут подводным противостоянием. Атомные лодки следили друг за другом сутками, неделями, иногда теряли цель, иногда сталкивались в темноте на глубине. На этой работе погибло немало кораблей и людей. Об этом я, если будет интересно, еще расскажу отдельно. А К-159 это все прошла. 25 тысяч ходовых часов, 9 боевых служб. Прошла и вернулась. Подпишитесь, если хотите, чтобы такие истории не пропадали в этом потоке вечно одинаковых видео. Здесь я разбираю советские катастрофы и тайны по архивам, не по слухам. А теперь контраст. К концу 80-х корпус уже устал. Реакторы первого поколения вырабатывали ресурс, и держать такую лодку в строю становилось дороже, чем строить новую. 14 марта 1989 ей присвоили тот самый тактический номер Б-159, а 30 мая поставили на плаву в губе Гремиха.
с невыгруженными активными зонами обоих реакторов, с отработанным ядерным топливом внутри. Я сейчас на этой фразе ненадолго остановлюсь, потому что это важно, и об этом потом будет отдельная глава, но сказать надо уже здесь. С 1989 года и до самого 2003, то есть 14 лет, внутри этой лодки в реакторных отсеках лежало ядерное топливо. Никто его не вынимал. Лодка просто стояла у пирса, как старый чайник на даче, который жалко выбросить, а пользоваться уже нельзя. Только в чайнике не уран. Губа Гремиха — это место, про которое надо знать одну вещь. Восточная часть Кольского полуострова, гарнизон Островной, закрытый, отрезанный от большой земли. Туда годами свозили списанные атомные лодки и хранили их у причальной стенки. В какие-то моменты их там стояло одновременно несколько десятков. Целое подводное кладбище. И К-159 была одной из этих стоявших. В 1994-м ее формально включили в дивизион подводных лодок, выведенных из боевого состава. Это такая бюрократическая формулировка, за которой стоит простая вещь. Она больше не флот. Она — объект хранения. Объект, который надо в какой-то момент утилизировать. И вот тут начинается то, что меня в этой истории зацепило больше всего. Та самая лодка, которая всю холодную войну ходила под полярными льдами и не утонула ни разу. Которая пережила Карибский кризис, гонку вооружений, Афган, перестройку, развал страны. Которая, что важно, пережила саму страну, которая ее построил, потому что Советского Союза уже 12 лет как не было, а она все еще числилась за флотом. И вот эту лодку погубила не вода и не лед, а буксирный трос и плохая погода. Не противник, а собственное командование, которое решило, что ее еще можно довести до разделочной верфи на честном слове. Я часто думаю, что у нас в голове по советским катастрофам осталось одно имя — Курск. И это правильно, страшная история, к ней мы еще вернемся, тут даже сравнения не нужны. Но эта история, она, похоже, его противоположность. Курск — это боевой корабль на учениях, в расцвете сил, гибель в бою с собственной торпедой. К-159 — это старый безоружный корпус, которого уже списали, погибший на буксире по дороге на свалку. И если Курск страна оплакивала всей страной, про К-159 за 20 с лишним лет так и не сделали почти ни одного большого расследования. Они знают флотские, знают семьи погибших, знают Гремиха. А в большой памяти ее, считайте, нет. И мне кажется, это несправедливость, которую стоит хотя бы попытаться исправить. Потому что внутри этого ржавого, обезоруженного, никому уже не нужного корпуса, который вели на разделку, в августе 2003-го сидели 10 живых людей. С именами, с семьями, с планами после этой буксировки уволиться и уехать к женам. И вот это главный вопрос, на который надо ответить дальше. Если лодка боевой ценности не имеет, оружия на ней нет, реакторы заглушены, зачем туда вообще посадили людей? Ответ простой, и от этого еще неприятнее. На списанной подводной лодке, которую буксируя по открытому морю, кто-то должен быть внутри. Потому что корпус живой не назовешь, но до конца мертвым он тоже не стал. Ржавчина, старые сварные швы, клапаны, которые никто не проверял годами, все это в любой момент могло дать воду. И если вода пойдет, кто-то должен это заметить, откачать, задраить, доложить на буксир. Иначе лодка просто тихо наберет балласт и ляжет на дно. А на буксире об этом узнают, когда трос провиснет. Вот для этого и посадили людей. Швартовая команда — 10 человек. Не боевой экипаж, не подводники на задании. По сути, технический наряд. 3 суток перехода от Гремихи до Полярного, около 600 миль по Баренцеву морю в конце августа. Без электричества. Корабельная сеть не работает. Без нормальной вентиляции, с ручными насосами на случай течи. И с УКВ рацией, ультракоротковолновой, для доклада на буксир раз в час. Все нормально, воды нет, живы. Командир группы, капитан 2-го ранга Сергей Лаппа. Я, честно говоря, когда первый раз читал про этот переход, не сразу понял. Капитан 2-го ранга — это серьезное звание для такого задания. Не молодой лейтенант, не случайный человек, опытный офицер. И вот ему ставят задачу — провести в корпусе списанные лодки 3 суток, следить за водой и докладывать. 9 человек с ним. По данным расследования, среди них были люди, для которых этот переход был, что называется, последним перед гражданкой.
Не в трагическом смысле, они собирались уволиться, дослужить, выйти на берег, уехать поближе к семьям. Гремяха – это место, куда не едут по желанию. Закрытый поселок на Кольском полуострове, дорог нет, только море или вертолет. Зимой полярная ночь месяцами. Люди там служили потому, что так вышло, потому что флот решил. И многие из тех 10, по словам сослуживцев, уже мысленно были где-то в другом месте. Не здесь, не на этой лодке, не в этом переходе. Еще чуть-чуть и все. Мне кажется, это важная деталь. Не потому, что она меняет что-то в хронике событий, а потому, что она меняет то, как мы на этих людей смотрим. Это не абстрактный экипаж, не личный состав, не строчка в приказе. Это конкретные мужчины, которые в августе 2003-го сидели в железном корпусе посреди Баренцева моря и, скорее всего, думали о том, что скоро это закончится. Само задание по инструкции выглядело рутинным. Подобные переходы, буксировка старых субмарин на разделку, к тому времени уже случались. Флот списывал лодки первого поколения одну за другой. Атомный арсенал советской эпохи надо было куда-то девать. К-159 была не первой и не последней в этой очереди. Процедура отработана. Рисков, по крайней мере на бумаге, минимум. Но вот что меня здесь зацепило. Я несколько раз перечитывал описание схемы этой буксировки, и каждый раз одно и то же ощущение. Она держалась на очень тонком слое допущений. Что корпус выдержит, что погода не испортится, что понтоны не отойдут, что переход займет ровно столько, сколько запланировано. И вот внутри всей этой конструкции из «если» 10 живых человек. О том, на чем именно держалась эта буксировка и почему конструкция в итоге не выдержала, дальше. Держалась она вот на чем. Буксир СБ-406. Трос 600 метров, скорость 4 узла, чуть быстрее пешехода. И 4 понтона, навешанных снаружи на корпус лодки, потому что сама К-159 держаться на плаву уже не могла. Ни боевая готовность, ни подготовленное погружение, просто железные поплавки снаружи, и все. Вот и вся конструкция. Рядом шел спасатель «Памир», на случай, если что-то пойдет не так. Меня вот это «на случай» каждый раз останавливает. Потому что, когда в операцию изначально закладывают спасательное судно, значит, люди, которые ее планировали, понимали, вероятность не так, не нулевая. Понимали и все равно вышли. Хотя нет, я к этому еще вернусь. Сначала про саму схему. Связь между лодкой и буксиром по УКВ, ультракоротковолновой рации. Раз в час доклад. Живы, воды нет, все нормально. Если доклада нет, значит, что-то случилось. Это и был весь контроль. Раз в час, короткая, нормально. Из железного корпуса без света и вентиляции. Маршрут. От Гремяхи до Полярного, вдоль Кольского полуострова. По открытому Баренцеву морю, около 600 морских миль. 3 с небольшим суток при хорошей погоде. Конец августа, формально еще не осень, но Баренцево море живет по своим правилам, и август там бывает очень разный. Теперь про корпус. К-159 к этому моменту простояла в отстойнике больше 10 лет. С 1989 года на приколе, без обслуживания в той мере, в которой обслуживают действующие субмарины. Реакторы заглушены, но топливо не выгружено. Это важно, к этому мы вернемся позже. Корпус ржавел. Сварные швы, клапаны, переборки – все это стояло столько, сколько стояло, и состояние было соответствующее. И вот такой корпус, не подготовленный к буксировке по открытому морю, не прошедший ни доковый осмотр, ни замену критически изношенных элементов, берут и ведут через Баренцево море на понтонах. Я читал несколько источников, которые касаются подготовки к этому переходу. И там несколько раз повторяется одна деталь. Сроки буксировки переносили. Не один раз. По разным причинам. То погода, то организационные вопросы. Лодку готовили к отправке, откладывали, снова готовили. В итоге вышли в конце августа 2003-го. Честно говоря, я не знаю точно, сколько раз переносили и почему именно тогда решили выходить. В источниках этот момент описывается по-разному, и конкретных дат переносов у меня нет. Если кто из вас встречал эти данные, напишите в комментариях, интересно сравнить. Но вот что важно в этой детали про переносы. Значит, к августу давление уже было. Вероятно, давление сроков. Флот списывал лодки одну за другой, судоремонтный завод в Полярном ждал, и тянуть дальше было нельзя или нежелательно. Это не факт, это логика ситуации.
Но она кое-что объясняет в том, что случилось дальше. 4 понтона держали лодку на плаву, буксир тянул, Памир шел рядом. 10 человек внутри докладывали раз в час. И все это двигалось по Баренцеву морю в конце августа, в сезон, когда погода меняется быстро и без предупреждений. 29 августа, уже в пути, погода изменилась. 29 августа у них еще оставалось время. Не часы, не сутки, а именно время, за которое катастрофу еще можно было остановить. Это, пожалуй, самая тяжелая мысль во всей истории К-159. Когда лодка уйдет под воду, изменить уже ничего будет нельзя. Но сейчас она еще держится. Внутри еще работают люди. Связь еще не потеряна. Буксир еще рядом. И решение, которое через несколько минут предстоит принять, будет стоить 9 человеческих жизней. Хотя тогда об этом, конечно, никто еще не знал. Баренцево море редко предупреждает заранее. Моряки, служившие на севере, часто вспоминают одну и ту же особенность. Утром может стоять почти полный штиль, а к вечеру море становится совсем другим. Не потому, что пришел какой-то невероятный ураган. Просто северная погода меняется настолько быстро, что иногда кажется, будто переключили какой-то невидимый рубильник. Именно это и произошло 29 августа. Около 5 часов вечера ветер начал усиливаться. Волна становилась все выше. Сначала ничего критического не происходило. Буксир продолжал уверенно тянуть старую лодку. Спасательное судно «Памир» держалось рядом. Доклады, как и раньше, поступали каждый час. Казалось, что переход просто стал тяжелее обычного. Но была одна проблема. Для любого другого корабля ухудшение погоды означало бы необходимость уменьшить скорость, изменить курс или начать активнее работать механизмами. У К-159 ничего этого уже не было. Она не могла прибавить ход, не могла довернуть корпус навстречу волне, не могла использовать реакторы, потому что они давно были остановлены, не могла рассчитывать на собственные системы борьбы за живучесть так, как рассчитывает обычная действующая подлодка. Честно говоря, меня здесь всегда цепляет одна странная деталь. Мы постоянно говорим «лодку буксировали», будто речь идет о каком-нибудь барже или плавучем доке. Но ведь это был атомный подводный крейсер, пусть старый, пусть давно выведенный из состава флота. Все равно это был корабль, который когда-то строили с расчетом пережить войну, выдержать подводный взрыв, месяцами находиться в океане. И теперь вся его судьба зависела от 4 понтонов, прикрепленных к ржавому корпусу металлическими конструкциями. Именно они стали первой целью для моря. Понтон, если совсем просто, это дополнительная плавучесть. Огромный металлический поплавок. Пока он держится, он помогает корпусу оставаться на воде. Но если его сорвет, вся нагрузка сразу перераспределяется на остальные. В архивных материалах можно встретить разные описания того вечера. Где-то говорится о сильном волнении моря, где-то используют более сухие формулировки, но практически все источники сходятся в одном – ночью ситуация резко ухудшилась. Шторм начал буквально разбирать систему буксировки по частям. По данным следствия, сначала сорвало носовую пару понтонов, всего 2. Если не знать, как вообще была организована эта буксировка, кажется, что ничего особенно страшного не произошло. Остались ведь еще 2 других. Но в реальности лодка потеряла значительную часть той дополнительной плавучести, на которую рассчитывали организаторы перехода. После этого корпус стал постепенно погружаться носом. Каждая новая волна заходила все выше. Каждый следующий удар приходился уже не только по понтонам, но и по самому корпусу. И почти сразу появился следующий тревожный сигнал. В 8-м отсеке обнаружили поступление воды. Вот здесь история перестает быть рассказом про железо, потому что вода начала приходить туда, где находились люди. Они сразу приступили к борьбе за живучесть. Иногда можно услышать мнение, будто экипаж просто сидел внутри и наблюдал за происходящим. Нет, документы говорят совсем о другом. Люди контролировали состояние отсеков, передавали информацию наружу, искали источник поступления воды. Делали все, что вообще можно было сделать на практически выведенном из эксплуатации корабле. И здесь возникает вопрос, на который у меня самого долго не было ответа. Что вообще означает борьба за живучесть на лодке, где многие штатные системы уже отключены? На действующей атомной подлодке есть энергетика, насосы, резервные схемы питания, возможность перераспределять ресурсы. На К-159 многое из этого уже не работало. Лодка готовилась не к новому походу, а к разделке на металл.
Получается почти страшный парадокс. Людей отправили спасать корабль, который государство уже официально признало ненужным. Но они продолжали работать. Потому что спасали уже не столько лодку, сколько друг друга. По некоторым данным, именно в этот момент стало ясно, что продолжать движение прежним маршрутом становится все опаснее. Сергей Лаппа видел картину целиком. Доклады из отсеков поступали именно ему. Он понимал скорость развития аварии лучше любого человека на буксире. И, похоже, именно тогда у него возникла мысль, которая позже станет центральной во всем расследовании. Совсем недалеко находился остров Кильдин. Для человека, никогда не бывавшего на Кольском полуострове, это просто название на карте. Для моряков Северного флота Кильдин был хорошо знакомым ориентиром. Если удастся посадить лодку на мель возле острова, корпус можно будет удержать от полного затопления. Да, операция окажется сорванной. Да, впереди будет сложнейшая спасательная работа. Да, кому-то придется объяснять, почему атомную лодку пришлось намеренно сажать на грунт. Но все это потом. Самое главное, люди останутся живы. По материалам следствия, именно тогда командир К-159 и капитан второго ранга Сергей Лаппа запросил разрешение вывести лодку на мель. Мне кажется, здесь очень важно не потерять одну деталь. Он именно запросил разрешение. Не принял решение самостоятельно, не нарушил приказ, не попытался действовать на свой страх и риск. Он сделал то, что обязан был сделать офицер, находящийся в подчинении. Запросил команду сверху. И пока этот запрос проходил по цепочке командования, море продолжало делать свою работу. Вода прибывала, плавучесть уменьшалась. Понтонов оставалось все меньше. Люди внутри продолжали бороться за старую лодку, которая буквально на глазах переставала держаться на поверхности. Самое горькое во всей этой истории даже не шторм. Баренцево море всегда было опасным. Оно не выбирает жертв и никому ничего не обещает. Горько другое. В тот момент катастрофа еще не стала неизбежной. Между жизнью и гибелью оставалось решение, которое должен был принять человек, находившийся далеко от ледяной воды, от качки, от затапливаемых отсеков и от 10 моряков, продолжавших ждать ответа по рации. И именно этот ответ через несколько минут определит все, что произойдет дальше. И этот ответ пришел. Только совсем не тот, на который рассчитывал Сергей Лаппа. По материалам следствия, вместо разрешения посадить лодку на мель, ему передавали другую команду – продолжать борьбу за живучесть и следовать прежним курсом. Честно говоря, именно в этом месте история К-159 перестает быть рассказом о шторме. Она становится рассказом о решении, которое приняли люди, находившиеся далеко от той воды, которая уже заливала старую подлодку. Очень важно сразу провести границу между установленными фактами и тем, что стало предметом расследования. Следствие не утверждало, что шторм сам по себе не представлял опасности. Представлял. Не отрицалось и то, что сама лодка находилась в тяжелейшем техническом состоянии. Все это было. Но вывод следствия звучал иначе. По версии следствия, возможность предотвратить гибель людей еще сохранялась, а решение, принятое во время аварии, стало одним из ключевых факторов последующей катастрофы. Меня здесь зацепило даже не содержание приказа, меня зацепило время. Потому что, если внимательно читать материалы уголовного дела, становится понятно, разговор идет буквально о десятках минут, не о сутках, не о долгих совещаниях, не о сложной операции, требовавшей подготовки. Старая лодка уже теряла плавучесть. Вода продолжала поступать внутрь. Волна не становилась меньше. И пока по цепочке командования проходили запросы и ответы, море продолжало делать свою работу быстрее любого штаба. На первый взгляд может показаться, что просьба выйти на мель выглядела слишком рискованной. Все-таки речь шла об атомной подводной лодке с 2 реакторами на борту. Даже несмотря на то, что реакторы давно были заглушены, а сама лодка направлялась на разделку, посадка такого корабля на грунт была чрезвычайной мерой. Наверное, именно поэтому Лаппа и не стал принимать решения самостоятельно. Он прекрасно понимал цену подобного приказа. Если посадить лодку на мель без разрешения, последствия могли оказаться непредсказуемыми уже для него самого. Но здесь возникает вопрос, который до сих пор не дает покоя многим морякам. А что страшнее? Нарушить инструкцию, чтобы спасти людей? Или выполнить инструкцию, если она приводит к их гибели? Я не хочу давать на этот вопрос простой ответ. Да его, наверное, и не существует.
Очень легко рассуждать спустя больше 20 лет, сидя в теплом кабинете или дома перед компьютером. Совсем другое дело – принимать решение ночью, когда перед тобой старая атомная лодка, плохая погода, ответственность за ядерный объект и неполная информация о том, что происходит внутри корпуса. Именно поэтому следствие так долго разбирало каждый эпизод той ночи. Но есть факт, который практически нигде не оспаривается. Разрешение посадить лодку на мель действительно было получено слишком поздно. Когда оно наконец поступило, выполнять его уже оказалось почти невозможно. Лодка потеряла слишком много плавучести. Ситуация стала необратимой. Именно это позже станет одной из центральных тем уголовного дела. По данным расследования, первоначально экипаж продолжал выполнять приказ бороться за живучесть и сохранять движение в составе буксировки. В это время вода продолжала заполнять корпус. Каждый новый удар волны увеличивал крен. Каждый следующий доклад становился тревожнее предыдущего. Есть еще одна деталь, о которой редко говорят. Мы все время обсуждаем приказ как одну короткую радиограмму. Но ведь за этой радиограммой находились реальные люди, офицеры, дежурные, командиры разных уровней. Каждый из них принимал решение, опираясь на ту информацию, которую видел именно он. Никто из них, скорее всего, не наблюдал ту картину, которую видел Сергей Лаппа изнутри аварийной лодки. Это не оправдание и не обвинение. Просто иногда трагедии рождаются именно так. Один человек видит море, другой видит карту, третий — инструкции. И только потом все эти разные картины складываются в одно большое несчастье. Хотя нет, меня все-таки цепляет другое. Мы несколько глав говорили о старой технике, о ржавом корпусе, о понтонах, о буксире, о погоде. И невольно возникает ощущение, что именно металл виноват во всем случившемся. Но если убрать людей из этой истории, катастрофа выглядит совсем иначе. Старые лодки тонут, штормы случаются, понтоны иногда отрывает. Это страшно, но подобные вещи происходят на море. А вот приказ – это уже решение человека. Именно поэтому глава называется не «Шторм», а «Приказ». Точное время последних событий источники называют немного по-разному. В разных документах и публикациях фигурирует промежуток примерно между 2 и 4 часами ночи 30 августа. Это связано с особенностями фиксации событий и последующей реконструкции аварии. Но главное здесь не разница в минутах. Главное, к этому моменту, к 159-я уже перестала бороться за плавучесть. Она начала проигрывать морю окончательно. Когда стало ясно, что удержать лодку невозможно, командир принял еще одно решение, совсем другое, уже не о корабле, о людях. Именно тогда прозвучала команда «Готовиться покинуть лодку». Честно говоря, каждый раз, когда читаешь эти строки в материалах расследования, невольно представляешь, что чувствовали 10 человек внутри. Они несколько часов боролись за старый корпус, выполняли команды, передавали доклады, надеялись, что помощь успеет. А теперь им предстояло выйти ночью в ледяную воду Баренцева моря. Это был их последний шанс. Если вы дослушали до этого момента, поставьте лайк. Не ради алгоритмов. Просто так эта история дойдет до большего числа людей, а имена тех, кто погиб той ночью, не останутся только строками в архивном деле. Из 10 человек, остававшихся внутри К-159, выбраться наружу смогли только 3. Но даже это еще не означало спасения. Из 10 человек, выбравшихся из лодки, домой вернулся только 1. Когда впервые читаешь эту цифру, кажется, что в ней какая-то ошибка. 3 сумели покинуть тонущий корпус. Казалось бы, самое страшное уже позади. Но Баренцево море в ту ночь словно установило собственные правила. Выбраться из лодки еще не означало выжить. В материалах расследования эта часть трагедии описана очень сухо, без лишних подробностей. И, наверное, правильно, потому что иногда несколько фактов звучат сильнее любых художественных описаний. Командир Сергей Лаппа, поняв, что удержать К-159 больше невозможно, отдал приказ покинуть корабль. После этого люди начали выходить наружу. Успели только 3. 2 погибли уже в воде. Выжил 1. Его звали Максим Цибульский. Именно он оказался последним человеком, который видел К-159 изнутри. Если задуматься, это очень странное чувство. Представьте себе огромную атомную подводную лодку, в которой еще несколько часов назад 10 человек проверяли отсеки, передавали доклады, пытались удержать плавучесть. Потом один за другим они покидают этот корабль. И в какой-то момент внутри уже никого не остается. Ни одного человека. Только вода.
и 2 реактора, которые уходят вместе с корпусом в глубину. Честно говоря, меня в этой истории сильнее всего зацепило даже не это, а то, что мы знаем о последних минутах внутри лодки исключительно благодаря одному человеку. Ни комиссии, ни архивам, ни документам. Максиму Цибульскому. Все остальные, кто находился рядом с ним внутри корпуса, погибли. Поэтому любая реконструкция этих последних часов неизбежно опирается на его свидетельства, сопоставленные с материалами расследования, переговорами по радио и показаниями экипажей буксира и спасательного судна. Это вообще довольно редкая ситуация. В большинстве крупных морских катастроф остается несколько свидетелей, которые видели происходящее изнутри. Их рассказы дополняют друг друга, где-то совпадают, где-то расходятся. Здесь такого не случилось. Остался один человек, один голос. Все остальное — документы. Иногда я ловлю себя на мысли, что именно поэтому история К-159 получилась такой тихой. Слишком мало людей могли рассказать ее полностью. Слишком многие ушли вместе с лодкой. Максим Цибульский покидал подлодку последним. Эта деталь подтверждается несколькими источниками и материалами расследования. Что именно он чувствовал в тот момент, мы, конечно, никогда не узнаем полностью. Да и, наверное, не должны пытаться это придумать. Но сам факт говорит о многом. Последним обычно выходит тот, кто до последнего остается внутри. Проверяет, не остался ли кто-то в отсеках. Выполняет приказ до самого конца. Именно поэтому позже его свидетельства оказались настолько важны для следствия. Через них пытались понять последовательность последних событий. Когда именно вода стала прибывать быстрее? Когда стало ясно, что лодку уже невозможно удержать? Когда прозвучала команда покинуть корабль? Когда связь фактически оборвалась? На многие вопросы ответы удалось найти, но далеко не на все. Есть еще одна деталь, которую почему-то редко вспоминают. Поисковая операция началась практически сразу после катастрофы. Северное море не оставили без внимания. Искали людей, искали саму лодку, искали все, что могло помочь восстановить картину произошедшего. Но море не всегда отдает то, что забирает. Тела 2 погибших удалось обнаружить, остальных нет. Они так и остались вместе с К-159. И это, наверное, еще одна причина, почему родственники погибших долгие годы говорили не только о расследовании, но и о необходимости поднять лодку. Для них это была уже не только история про реакторы или экологию. Это была возможность когда-нибудь закончить то, что не удалось закончить тогда. Иногда в обсуждениях этой трагедии можно встретить вопрос: почему люди вообще покидали лодку так поздно? Почему не раньше? Ответ здесь не такой простой, как кажется. Подводники обучены бороться за живучесть корабля до последней возможности, особенно если существует шанс его сохранить. Пока командир считает, что лодку еще можно удержать, экипаж продолжает выполнять свои обязанности. Именно так их учили, именно так они действовали десятилетиями на Северном флоте. И только когда становится очевидно, что корабль уже проиграл морю, отдается приказ на эвакуацию. По данным следствия, именно такая последовательность событий произошла и на К-159. Хотя здесь возникает другая мысль. А что было бы, если бы разрешение вывести лодку на мель пришло хотя бы немного раньше? Тогда, возможно, команды покидать корабль вообще не понадобилось бы. Это, конечно, уже область предположений. История не любит слово «если». Но именно такие вопросы потом годами задавали следователи, моряки и семьи погибших. Максим Цибульский оказался единственным человеком, который смог рассказать, как выглядели последние минуты внутри лодки. Все остальное восстанавливали буквально по кусочкам. По записям переговоров, по техническим документам, по показаниям свидетелей с других судов, по времени радиосеансов, по тому, где позже нашли корпус. И все же даже после многомесячного расследования осталось ощущение, что часть истории навсегда ушла под воду вместе с 9 людьми. Теперь следствию предстояло ответить уже на другой вопрос. Если катастрофу еще можно было предотвратить, то кто должен был ответить за решения, принятые той ночью? Следствие продолжалось 1 год и 7 месяцев. За это время успели найти виновных, предъявить обвинения, провести десятки экспертиз, опросить свидетелей. Но если посмотреть на финал всей этой истории, возникает странное ощущение. 9 человек погибли, а персональную ответственность в итоге почти никто так и не понес. Пожалуй, именно поэтому история К-159 оставляет такое тяжелое послевкусие.
Не только из-за самой катастрофы. После любой крупной аварии люди всегда задают один и тот же вопрос. Почему это произошло? Но почти сразу появляется второй, не менее важный. Кто за это ответил? Следователям пришлось буквально собирать события той ночи по минутам. Это только со стороны кажется, будто достаточно поднять журнал переговоров и прочитать несколько радиограмм. На самом деле все оказалось гораздо сложнее. Нужно было сопоставить показания выжившего Максима Цибульского, записи радиосвязи, журнала «Буксира», документы спасательного судна «Памир», объяснения командиров, метеорологические данные, техническое состояние самой лодки и еще десятки других материалов. И при этом главных свидетелей уже не было. 9 человек погибли, они уже ничего не могли рассказать. Вообще, если задуматься, следствие оказалось в очень необычной ситуации. Обычно после подобных происшествий существует несколько групп свидетелей. Есть пострадавшие, есть экипаж, есть очевидцы с разных сторон. Здесь все выглядело иначе. Была группа людей, которые находились внутри лодки. Из них выжил только один. Была команда буксира, которая наблюдала происходящее снаружи. Был экипаж спасательного судна. Было командование, принимавшее решения уже на берегу. Каждый видел только часть общей картины. Именно поэтому расследование заняло так много времени. По официальным данным, оно продолжалось год и 7 месяцев. Следователи проверяли не только действия людей во время самой аварии. Их интересовало буквально все, что происходило задолго до выхода в море. Почему буксировку столько раз переносили? Почему лодку вообще решили вести именно таким способом? Соответствовало ли ее техническое состояние требованиям безопасности? Можно ли было выбрать другой маршрут? Нужно ли было откладывать выход из-за прогноза погоды? Честно говоря, чем глубже начинаешь разбирать эту историю, тем сильнее понимаешь одну вещь. Катастрофа редко возникает из одной ошибки. Обычно это длинная цепочка решений, каждая из которых по отдельности вроде бы не выглядит смертельным. В итоге следствие пришло к выводам, которые позже легли в основу уголовного дела. По материалам расследования командующий Северным флотом адмирал Геннадий Сучков был привлечен в качестве обвиняемого по статье 293 Уголовного кодекса «Халатность». Его сняли с должности еще во время расследования. Для столь высокопоставленного военного руководителя это было чрезвычайно серьезным событием. Казалось, что дело обязательно закончится судебным решением. Но дальше история снова делает неожиданный поворот. Уголовное дело в отношении адмирала позднее было прекращено. Важно не подменять здесь факты эмоциями. Суд не признал его виновным приговором. Именно поэтому корректно говорить только о том, что обвинение предъявлялось, а впоследствии производство по делу было прекращено. Был и еще один человек, чья фамилия постоянно появляется в материалах расследования. Руководитель буксировки, капитан второго ранга Жемчужнов. Именно он отвечал за организацию перехода К-159. Следствие также предъявило ему обвинение. Однако и это дело в мае 2005 года было прекращено. Когда читаешь сухие юридические формулировки, они выглядят почти безэмоционально. Но если мысленно вернуться к той ночи, возникает странный контраст. 9 погибших, десятки томов уголовного дела. Год и 7 месяцев расследования и практически отсутствие людей, понесших уголовную ответственность по итогам процесса. Я специально говорю именно так, не потому что хочется кого-то обвинить. Наоборот, эта история требует максимальной осторожности. Если суд не вынес обвинительного приговора, значит говорить о чьей-либо установленной вине мы не имеем права. Но право задать вопрос, почему все закончилось именно так, остается. Есть еще один важный результат расследования, о котором вспоминают значительно реже. После гибели К-159 подобную схему буксировки фактически запретили. То есть определенные выводы все-таки были сделаны. Старые атомные лодки перестали транспортировать именно таким способом. Получается довольно горькая закономерность. Иногда правила безопасности появляются только после того, как кто-то уже погиб. Хотя нет, наверное, правильнее сказать иначе. Иногда трагедия становится последним аргументом, которого до этого почему-то не хватало. И это касается далеко не только флота. Мне кажется, есть еще одна деталь, которую нельзя упускать. Следствие отвечало прежде всего на юридические вопросы. Кто отдавал команды? Кто принимал решения? Кто подписывал документы? Но существует другой слой этой истории – человеческий.
Максим Цибульский всю жизнь остался единственным свидетелем последних минут внутри лодки. Экипаж буксира до конца жизни помнил ту ночь со своей стороны. Моряки Памира со своей. Родственники погибших со своей. И все эти истории не всегда складывались в одну идеальную картину. Потому что у каждого человека была собственная точка, из которой он видел трагедию. Следствие завершилось. Суды закончились. Новые правила появились. Но под водой осталась не только сама лодка. На глубине продолжали лежать 2 атомных реактора с ядерным топливом внутри. И, пожалуй, именно эта часть истории оказалась самой долгой. 2 атомных реактора с ядерным топливом до сих пор лежат на дне Баренцева моря. Ни в музее, ни на законсервированной базе хранения, ни в учебнике истории. Они лежат там прямо сейчас. И, наверное, именно поэтому история К-159 до сих пор не закончилась. Потому что все, о чем мы говорили до этого, уже стало прошлым, а реакторы остаются настоящим. Есть одна деталь, которую я сам когда-то упустил. Когда слышишь словосочетание «затонувшая атомная лодка», невольно возникает ощущение, будто ее специально подготовили к затоплению, словно заранее выгрузили все опасное, законсервировали реакторы, предусмотрели какие-то защитные меры. Но с К-159 все было наоборот. Она вообще не должна была оказаться на дне. Ее собирались разрезать на металл. То есть вся подготовка была рассчитана на совершенно другой сценарий. Именно это делает ситуацию настолько необычной. На борту находились 2 реактора. Внутри отработанное ядерное топливо. Причем выгрузить его собирались еще задолго до буксировки. Но этого так и не произошло. По открытым данным, топливо оставалось внутри реакторов еще с конца 80-х годов. Получается странная и очень тревожная картина. Лодку официально вывели из состава флота. Долгие годы она стояла в ожидании разделки. Металл постепенно разрушался, корпус старел, а топливо продолжало находиться там же, где и во время службы. И когда лодка неожиданно ушла под воду, вместе с ней на дно опустилось все ее содержимое. Вот здесь, наверное, стоит объяснить одну вещь. Когда говорят о реакторах К-159, иногда создается впечатление, будто они вот-вот начнут представлять непосредственную опасность для всего Баренцева моря. Это не соответствует тому, что показывали обследования. Реальность одновременно спокойнее и тревожнее. Спокойнее, потому что многочисленные проверки долгое время не фиксировали опасных утечек. Тревожнее, потому что никто не может гарантировать, что металл будет сохранять герметичность бесконечно. Именно слово «пока», пожалуй, встречается в этой истории чаще других. Пока герметично. Пока все в пределах нормы. Пока утечек нет. Но сколько длится это «пока»? В 2007 году специалисты обследовали место гибели лодки. По опубликованным результатам признаков выхода радиоактивных веществ тогда обнаружено не было. Это была хорошая новость, очень хорошая, потому что после катастрофы опасения существовали не только у российских специалистов, но и у соседних стран, внимательно следивших за состоянием арктических морей. Однако исследования на этом не закончились. Через несколько лет состоялась еще одна экспедиция. На этот раз российские и норвежские специалисты работали совместно. В 2014 году они снова обследовали корпус К-159. Результаты опять оказались достаточно спокойными. По официальным данным, радиационный фон возле лодки не превышал естественных значений для этого района моря. Более того, специалисты пришли к выводу, что первый контур реакторов оставался герметичным. Именно эта деталь считается одной из самых важных. Пока первый контур не разрушен, вероятность выхода значительных объемов радиоактивных веществ остается крайне низкой. Но здесь есть слово, от которого все снова меняется. Пока. Потому что море не прекращает свою работу ни на один день. Коррозия не знает выходных. Металл стареет независимо от того, говорят о нем в новостях или нет. Каждый год корпус проводит под водой еще 365 дней. Каждый год соленая вода постепенно делает свое дело. Именно поэтому специалисты все чаще говорят не столько о текущем состоянии лодки, сколько о ее будущем. Честно говоря, меня зацепило не само наличие реакторов. Их на дне северных морей хватает больше, чем хотелось бы. Меня зацепило другое. Практически все хорошие новости об этой истории начинаются одинаково. На момент обследования, во время экспедиции, по состоянию на... То есть это всегда фотография конкретного дня. Но никто не может показать фотографию через 10 или 20 лет.
Именно поэтому вопрос о подъеме лодки снова и снова возвращается. Есть еще один почти забытый эпизод. В 2004 году специалисты пытались подробнее обследовать корпус с помощью телеуправляемого подводного аппарата «Тайгер». Казалось бы, обычная техническая операция, но даже она закончилась неожиданно. Аппарат потеряли. По имеющимся данным, он зацепился за элементы конструкции затонувшей лодки и остался на глубине. Казалось бы, мелочь на фоне всей трагедии, но лично для меня это очень показательная деталь. Даже спустя год после катастрофы подобраться к корпусу оказалось непросто. Само море словно не спешило отдавать то, что забрало. Иногда можно услышать вопрос. Если обследование показывает нормальный радиационный фон, зачем вообще поднимать К-159? Ответ здесь довольно простой. Потому что обследование говорит о состоянии лодки сегодня, а решение нужно принимать с расчетом на десятилетия вперед. Металл не становится крепче, коррозия не останавливается сама собой, и чем дольше корпус остается на глубине, тем сложнее и опаснее может стать операция по его подъему. Именно поэтому разговор идет не только об экологии, речь идет еще и о времени, о том самом времени, которое однажды уже закончилось для 10 моряков. Знаете, что удивляет больше всего? Про К-159 многие вообще никогда не слышали. Но два ее реактора все это время лежали на дне Баренцева моря. Пока вокруг менялись правительства, строились новые подлодки, проходили десятилетия и забывались старые трагедии. Если вы знали, что реактор К-159 до сих пор находится на дне, напишите об этом в комментариях. А если услышали об этом впервые, тоже напишите. Мне правда интересно, насколько мало известна эта история. Самое странное, что после 2 десятилетий обследований и отчетов главный вопрос так и не изменился. Не опасны ли реакторы сегодня? А сколько еще они смогут оставаться безопасными завтра? 20 лет можно обещать поднять затонувшую лодку. И 20 лет ничего не делать. Пожалуй, именно это меня в истории К-159 цепляет не меньше самой катастрофы. Лодка погибла за несколько часов, а забывали ее медленно, год за годом, словно трагедия постепенно растворялась в памяти сама собой. После гибели казалось, что о ней будут говорить долго. 9 погибших моряков, 2 реактора на дне Баренцева моря, следствие, судебные разбирательства, запрет опасной схемы буксировки. Казалось бы, история слишком серьезная, чтобы исчезнуть, но произошло почти обратное. Если сегодня спросить человека, который хоть немного интересуется историей российского флота, какие катастрофы он помнит после распада Советского Союза, ответ почти всегда один – Курск. Иногда вспоминают пожар на Екатеринбурге, иногда комсомолец, хотя это было еще в советское время. А К-159? Очень часто люди впервые слышат это название именно в таких видео. И это, честно говоря, странно, потому что масштаб последствий трудно назвать маленьким. 9 погибших, атомная подводная лодка, реакторы с топливом, следствие против высших должностных лиц флота, запрет целого способа буксировки после трагедии. Это не рядовое происшествие. Почему же почти никто не вспоминает К-159? Мне кажется, причин здесь несколько. Хотя нет, не кажется. Скорее, именно так складывается картина, если собрать вместе документы, публикации тех лет и последующие события. Первая причина лежит буквально рядом – Курск. Тень этой катастрофы оказалась настолько огромной, что накрыла собой практически все, что происходило с подводным флотом еще долгие годы. Гибель Курска стала национальной трагедией. О ней говорили по телевидению, писали газеты всего мира, выходили книги, документальные фильмы, снимались художественные картины. Эта история навсегда вошла в общественную память. К-159 погибла всего через 3 года после этого. Но психологически общество уже словно устало воспринимать новые морские трагедии, особенно если они выглядели менее громкими. Здесь не было многодневной спасательной операции, не было прямых трансляций, не было ожидания, что экипаж еще может быть жив, не было драматичных кадров, которые увидел весь мир. Лодка просто исчезла ночью во время буксировки и почти сразу превратилась в короткие новостные заметки. Есть еще одна деталь, которую редко обсуждают. 159-я погибла не в боевом походе, не во время секретной операции, не во время испытаний нового оружия. Она погибла по дороге на утилизацию. Звучит почти буднично, даже обидно.
как будто история закончилась еще до самой катастрофы. Наверное, именно поэтому общественное внимание оказалось совсем другим. Гораздо легче сопереживать лодке, которая выполняет боевую задачу, чем старому списанному корпусу, который уже официально считался отслужившим свое. Но ведь внутри были живые люди. Для их семей совершенно не существовала разницы, списана была лодка или нет. Для 9 моряков эта ночь стала последней. Именно поэтому выражение «небоевая потеря» здесь звучит почти холодно. Оно что-то объясняет военным историкам, но почти ничего не объясняет тем, кто потерял близких. После катастрофы начали звучать обещания. Поднять лодку, обследовать реакторы, разработать проект, найти финансирование, провести подготовку. Каждый раз формулировки были очень похожими. Планируется, рассматривается, прорабатывается, будет выполнено после подготовки. Проходил год, потом еще один, потом 5, потом 10, потом 15. Иногда экспедиции действительно отправлялись к месту гибели. Ученые обследовали корпус, появлялись новые фотографии, публиковались отчеты о состоянии реакторов. Но сама лодка продолжала лежать на дне. Получалось странное ощущение. О ней вспоминали только тогда, когда очередная экспедиция подтверждала: да, К-159 все еще там. Потом снова наступала тишина. Вообще, если посмотреть шире, это не единственная подобная история. Есть катастрофы, которые становятся частью национальной памяти почти сразу. Их вспоминают каждый год. Они входят в учебники, документальные фильмы, музейные экспозиции. А есть другие, не менее тяжелые, но словно оставшиеся между строк. Без памятных передач, без длинных расследований, без постоянного общественного разговора. Меня иногда посещает мысль, что память работает очень несправедливо. Не специально, просто так устроено общественное внимание. Чем громче событие в момент катастрофы, тем дольше оно живет потом. А если трагедия произошла тихо, ночью, далеко от крупных городов, без камер и миллионов зрителей, она начинает исчезать гораздо быстрее, хотя последствия могут оставаться десятилетиями. Есть еще одна причина. История К-159 не дает простого ответа. Если бы все можно было объяснить одной ошибкой одного человека, память устроилась бы удобно. Нашел виновного, поставил точку. Но здесь все сложнее. Старая лодка, экономия, переносы буксировки, плохая погода, изношенный корпус, оторванные понтоны. Решения, принимавшиеся в течение нескольких часов. Следствие, прекращенные уголовные дела и реакторы, которые остались лежать на дне. Слишком много причин переплелось одновременно. А такие истории люди запоминают хуже, потому что в них нет простого объяснения. Есть только длинная цепочка решений, каждое из которых само по себе могло казаться допустимым, и только вместе они привели к катастрофе. Иногда я специально искал большие документальные расследования именно про К-159. Не короткие новости, а подробные фильмы. Их удивительно мало. Есть статьи, есть воспоминания, есть материалы следствия, публикации журналистов, интервью участников отдельных экспедиций. Но полноценного общественного разговора об этой истории почти не получилось. Наверное, поэтому сегодня многие впервые узнают ее именно сейчас. Если для вас это тоже было открытием, подпишитесь. Не ради цифр. Просто такие истории очень легко исчезают, если их перестают рассказывать. И все же, после почти 20 лет обещаний произошло то, чего раньше не было. Впервые начали называть уже не абстрактные планы, а вполне конкретные годы проведения работ. 20 с лишним лет обещаний впервые превратились в конкретные даты. Не когда-нибудь, не после разработки проекта, не при наличии финансирования, а годы, которые уже можно открыть в календаре. Если честно, именно этого момента история К-159 не знала с самого дня своей гибели. До этого обещаний действительно было много. Практически сразу после катастрофы начали говорить, что лодку необходимо поднять. Причины называли разные. Память о погибших, экологическая безопасность, состояние реакторов, возможность окончательно обследовать корпус. Но проходили годы, менялись программы, бюджеты, руководители, а сама К-159 продолжала лежать на прежнем месте. Иногда складывалось ощущение, будто все уже привыкли к самому факту ее существования на дне.
Да, там находится атомная подводная лодка. Да, внутри остается отработавшее ядерное топливо. Да, корпус продолжает стареть. Ну и что? Так продолжалось слишком долго. Перелом впервые наметился в 2020 году. Именно тогда государственная корпорация «Росатом» публично заявила о программе подъема наиболее опасных затонувших объектов в арктических морях. В список вошли сразу несколько известных объектов советского атомного наследия. Среди них оказалась и К-159. Причем не где-то в конце списка. Ее называли одним из наиболее приоритетных объектов. Рядом с другой печально известной лодкой, К-27, которая тоже долгие десятилетия остается серьезной экологической проблемой. Но даже после этого многие восприняли новости довольно спокойно. Их можно понять. Подобные заявления уже звучали раньше. Обещания были. Экспедиции были. Разговоры были. Подъема не было. Поэтому неудивительно, что специалисты и журналисты реагировали осторожно. Никто уже не хотел говорить «ну вот, теперь точно». Слишком много раз история учила обратному. Но затем произошло еще одно событие. Оно прошло гораздо тише, чем громкие пресс-конференции. Однако именно оно может оказаться самым важным. 18 октября 2025 года был принят федеральный бюджет, в котором впервые появились конкретные расходы на подготовку будущего подъема наиболее опасных затонувших объектов. Именно это отличает ситуацию от всех предыдущих лет, когда деньги появляются не только в заявлениях, но и в официальном бюджете государства. История переходит в совершенно другую стадию. Это еще не означает, что работы обязательно начнутся точно по графику, но появляется то, чего раньше не существовало – финансовая основа. Согласно опубликованным планам, 2026 год должен стать этапом подготовки. Инженеры должны завершить проектирование, подготовить оборудование, продумать технологию, потому что речь идет вовсе не о том, чтобы просто зацепить старую лодку тросами и поднять ее наверх. Такой операции в мире еще никто не проводил именно в подобных условиях. К-159 лежит на глубине уже больше 2 десятилетий. За это время морская вода постепенно разрушала металл. Коррозия никогда не работает быстро. Она вообще почти незаметна. Каждый день исчезает буквально доля миллиметра. Но потом проходят годы, потом десятилетия, и корпус становится уже совсем другим. Меня, честно говоря, поразила одна простая мысль. В 2003 году специалисты беспокоились о том, каким будет состояние лодки через 20 лет. Сегодня эти 20 лет уже прошли, и теперь никто не знает состояние корпуса с абсолютной точностью до тех пор, пока не начинаются очередные обследования. Каждая новая экспедиция фактически отвечает на один и тот же вопрос. Успели вовремя? Или время уже начинает выигрывать? Именно поэтому специалисты все чаще говорят о коррозии как о главной причине спешки. Не потому, что реакторы уже начали загрязнять море. Напротив, последние обследования этого не подтверждают. А потому, что сама конструкция постепенно теряет прочность. Чем позже начинать подъем, тем сложнее он становится. Это очень важная разница. Проблемой становится уже не только содержимое реакторов. Проблемой становится сама возможность безопасно поднять лодку, не разрушив ее в процессе. Чем слабее металл, тем выше инженерный риск. Хотя нет, правильнее сказать иначе. Тем меньше остается право на ошибку. Если посмотреть на опубликованные планы, активная стадия работ должна начаться уже начиная с 2027 года. Именно тогда предполагается приступить к непосредственной операции. Насколько быстро она займет месяцы или годы, пока сказать невозможно. Даже специалисты обычно говорят очень осторожно. Слишком много неизвестных. Погода, глубина, состояние корпуса, необходимость обеспечить полную радиационную безопасность и множество технических задач, которые никогда раньше не решались именно в такой комбинации. По сути, инженерам предстоит поднять не просто старую подводную лодку. Им предстоит поднять очень хрупкий объект, внутри которого остается потенциально опасное содержимое. И сделать это нужно так, чтобы не создать новую проблему во время устранения старой. Есть еще одна мысль, которая все время возвращается. Если работы действительно начнутся, это будет означать завершение истории длиной больше 20 лет. Не все истории К-159. Судьбу погибших это уже не изменит. Следствие не станет другим. Приказы той ночи тоже не исчезнут. Но хотя бы одна открытая глава, наконец, сможет закрыться. Лодка перестанет быть забытым объектом на морском дне. Она снова станет тем, чем должна была стать еще в 2003 году – объектом безопасной утилизации.
Именно этого она, наверное, ждет дольше всего. Но после стольких несостоявшихся обещаний возникает вполне естественный вопрос. Верите ли вы, что на этот раз К-159 действительно поднимут? Напишите об этом в комментариях. Очень интересно понять, насколько люди сегодня доверяют таким планам. Потому что даже если лодку все-таки удастся поднять, останутся вопросы, на которые, возможно, уже никогда не получится ответить окончательно. Из всех вопросов, которые остались после гибели К-159, один, честно говоря, не дает мне покоя больше остальных. Мы до сих пор не можем с полной уверенностью сказать даже, на какой именно глубине лежит эта лодка. Казалось бы, прошло больше 20 лет. Спутники, глубоководные аппараты, современные карты морского дна, а в разных источниках продолжают встречаться разные цифры. Где-то говорится о 170 метрах, в других документах фигурирует около 240. Есть публикации, где называется глубина примерно 248 метров. И это не мелкая неточность, не ошибка на пару метров. Разница почти в 80 метров. Почему так получилось? Возможно, разные авторы использовали разные точки измерения. Где-то считали глубину до киля, где-то до грунта под лодкой, где-то опирались на более ранние навигационные данные. Единого объяснения, которое закрывало бы этот вопрос окончательно, я, если честно, так и не нашел. И это, пожалуй, очень символично. Даже спустя столько лет история К-159 остается историей, где рядом с проверенными фактами продолжают жить белые пятна. Мы знаем, что лодка затонула. Мы знаем, что на борту оставались люди. Мы знаем, какие решения принимались в последние часы. Мы знаем, что расследование завершилось. Но дальше начинаются вопросы, на которые ответа все еще нет. Первый. Насколько безопасным окажется будущий подъем лодки? Пока специалисты говорят осторожно. Корпус продолжает разрушаться. Именно поэтому работы и считают необходимыми. Но любая операция с объектом, который больше 2 десятилетий лежит на морском дне с 2 реакторами внутри, сама по себе остается крайне сложной инженерной задачей. Получится ли провести ее без последствий? Ответа сегодня нет. Второй вопрос. Можно ли спустя столько времени установить персональную ответственность так, чтобы она устроила всех? Скорее всего, нет. Следствие давно завершено. Многие участники тех событий уже ушли из жизни. Какие-то документы рассекречены, какие-то по-прежнему остаются недоступными. Даже если завтра появится еще один архивный документ, он вряд ли изменит главное. Время не умеет возвращать людей. Есть еще одна деталь, которая каждый раз цепляет меня сильнее цифр и официальных отчетов. Большинство погибших моряков так и осталось в Баренцевом море. Удалось найти лишь часть погибших после катастрофы. Остальные навсегда остались вместе с лодкой. Наверное, именно поэтому родственники годами говорили не столько о расследовании, сколько о памяти. Иногда кажется, что человеку важнее знать, где находится близкий, чем увидеть фамилию кого-то в судебных документах. Хотя нет. Наверное, и то, и другое одинаково важно. Есть еще вопрос, который редко задают вслух. Что изменилось после этой катастрофы настолько, чтобы подобное действительно не повторилось? Какие инструкции переписали? Какие решения стали принимать иначе? Какие выводы сделали не на бумаге, а в реальной службе? Часть этих ответов известна. Часть, возможно, так и останется внутри военных архивов. История К-159 вообще странная. Она будто сопротивляется любой попытке поставить последнюю точку. Ты находишь документ, и вместе с ним появляется еще один вопрос. Читаешь вывод комиссии, а рядом возникает новая деталь, которая в него не укладывается полностью. Смотришь современные сообщения о подготовке подъема лодки и понимаешь, даже сейчас история не закончилась. Она все еще продолжается. Пока лодка лежит на дне, пока специалисты спорят о сроках, пока море хранит то, что так и не удалось вернуть людям. Наверное, именно поэтому рассказ о К-159 нельзя закончить привычными словами о том, что все обстоятельства установлены. Нет. Какие-то обстоятельства установлены, какие-то останутся версиями, а какие-то, возможно, навсегда останутся там, в холодной воде Баренцева моря, вместе с лодкой, которая уже больше 2 десятилетий молчит. К-159 до сих пор лежит на дне Баренцева моря. Не на страницах архивов, не в музейном зале, не в документальном фильме, а там, под толщей холодной воды, где темно и куда почти никогда не попадает человеческий взгляд. И, наверное, именно это больше всего не дает поставить точку в этой истории. Есть в этом какой-то очень сильный образ. Старая атомная лодка, которую когда-то уже собирались списывать,
Лодка, пережившая страну, которая ее построила, пережившая людей, принимавших решения, пережившая расследования, судебные дела, газетные публикации и десятки обещаний поднять ее со дна. Она все еще там, и внутри все еще остается то, что человек однажды создал и теперь обязан однажды убрать. Это уже не факт следствия, а скорее образ, который возникает сам собой, когда читаешь документы и смотришь на календарь. Иногда мне кажется, что мы вообще слишком быстро забываем такие истории. Не потому, что они менее важны, а потому что рядом всегда появляется новая трагедия, новое громкое событие, новый заголовок. В 2003 году о гибели К-159 говорили совсем недолго. В тени катастрофы Курска эта история почти растворилась. Будто страна уже устала переживать подобные новости. И вот здесь мне особенно хочется обратиться к тем, кто помнит то время. Если вам сегодня 55 лет или больше, скажите честно, вы тогда вообще слышали о гибели К-159? Запомнилась ли вам эта история в 2003? Или она действительно прошла почти незаметно? Мне кажется, ответы людей, которые жили в то время, иногда говорят о памяти эпохи не меньше, чем архивные документы. А всем остальным, кто досмотрел это видео до конца, хочу сказать одну простую вещь. Историю невозможно изменить. Нельзя вернуть тех 9 человек. Нельзя отменить решения, которые уже были приняты. Нельзя заставить прошлое стать другим. Но можно сделать так, чтобы оно не исчезло. Чтобы фамилии людей не остались только в пожелтевших папках с грифами и архивными номерами. Поэтому, если вам близок такой формат, если вы считаете, что подобные истории должны жить не только в документах, но и в памяти людей, подпишитесь на канал. Без этого такие имена со временем просто исчезают. А память, наверное, единственное, что мы действительно можем поднять со дна уже сегодня. И пока К-159 продолжает молча лежать в глубине Баренцева моря, ее история еще не закончилась. Возможно, однажды мы услышим продолжение, а возможно, самое важное продолжение уже происходит сейчас, когда спустя столько лет кто-то впервые узнал, что такая лодка вообще была.